There was a man by the name of Elkanah. Итак, был один человек по имени Елкана. He had 2 wives. Было у него 2 жены. Начало первого царства. Начало то еще. One was named Hannah. Одну звали Анна. This is the Hebrew word for grace. И, кстати, Анна это еврейское слово, которое обозначает благодать. Beautiful name. Прекрасное имя. Elkanah, her husband, Елкана, ее муж. he also has a very nice name. У него тоже замечательное имя. Means God is high. Означает Бог высок. Бог высок. Или Бог превознесен. Well, you know, whenever you have 2 women in the house, you have problems. Но всякий раз, когда у вас 2 женщины, 2 жены появляются в доме, у вас появляются проблемы. Точнее, даже не 2, а больше 2. Больше одной. Well, Hannah has no children. И у Анны не было детей. Now the other woman had children. У другой женщины Финанны дети были. So she would mock Hannah. И она высмеивала Анну. And in that culture, it was very important for a woman to have children. И в той культуре для женщины было крайне важно иметь детей. But she has none. Но у нее, у Анны не было. And she has been praying for a child, И она молилась за ребенка. particularly a son. Она молилась особенно за сына. And so she makes a promise to the Lord И она дала обещание Господу. in verse 11. В стихе 11. If you will look on the affliction of your maidservant, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твои, if you will give me a son, то есть если ты дашь мне сына, then I will give him to the Lord all the days of his life. то я отдам его Господу на все дни жизни его, And no razor shall come upon his head. и бритва не коснется головы его. Okay, so this is going to be similar to Samson in that he will be a Nazarite. То есть тут очень похоже на историю Самсона, то есть он станет Назареем. Well, the Lord answered her prayer and she had a son. И вот Господь ответил на ее молитву, и у нее появился сын. So in verse 22, В стихе 22 Hannah didn't go to the tabernacle after Samuel was born. Анна после того, как Самуил родился, пошла в скинию. She said, I will not go up until the child is weaned. И она сказала, пока, когда младенец, то есть пока младенец не будет отнят от груди, да, ну, когда он будет отнят, я отведу его. Now in that culture, that might have been as much as 3 or more years. В той культуре младенец мог прикипеть к груди на 3 и более лет, на 3 года и больше. So that was for so long they were nurturing with the breast milk. Yes. Да, они кормили грудью 3 года и больше. But she said, then I will take him that he may appear before the Lord and remain there forever. Но говорит, когда это закончится, отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. In verse 27, В стихе 27 I prayed for this child. I asked the Lord. она говорит, или, да, я молилась о сем дитяти, And he has granted me my petition. и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него. Therefore, I also have lent him to the Lord. И я отдаю его Господу на все дни жизни его. As long as he lives, На все дни жизни его I give him to the Lord. отдаю Господу. So she is going to keep
her promise. Ну, Анна, мы видим, держит слово свое, держит обещание. So, very godly woman. Очень благочестивая женщина. And in chapter 2, И во второй главе we have this wonderful prayer of Hannah. мы видим эту прекрасную молитву Анны. To me, Hannah is one of the great women in the Bible. С моей точки зрения, Анна это вообще одна из величайших женщин в Библии. And you would do well to study her prayer. Поэтому вы много пользы для себя извлечете, изучая ее молитву. This was a woman that had great spiritual insights. У этой женщине Бог давал великие духовные озарения. Notice in chapter 2, verse 6, Обратите, пожалуйста, внимание на 2 главу 6 стих. the Lord kills and makes alive. Господь умерщвляет и оживляет, He brings down to the grave, he brings up. низводит в преисподнюю и возводит. The Lord makes poor and makes rich. Господь делает нищим и обогащает. Brings low and lifts up. Унижает и возвышает. He raises the poor from the dust and the beggar from the ash heap. Из праха подъемлет он бедного, и из брения возвышает нищего, To set them among the princes. посаждая их с вельможами. Сейчас современные. Он поднимает бедного из праха, возносит нуждающегося с груды пепла, сажает их с вождями и дает им наследовать престол славы. Современный перевод. At the end of verse 9 it says, by strength no man shall prevail. И опять же, 9 стих говорит, что не силою крепок человек. Here's a woman that understands the source of grace. И вот эта женщина, которая понимает, каков источник благодати. She understands who God is. Она понимает, кто есть Бог. So she took the Lord, she took her child to the tabernacle and gave him to the Lord. И она взяла своего ребенка в скинию и отдала его на служение Господу. So it says that in verse 11, the child ministered to the Lord before Eli the priest. И в 11 стихе говорится, что отрок остался служить Господу при Илии священнике. Он уже был отроком, да? So he was like a boy or teenager because... No, he's just a boy. He's a Нет, little boy. он еще совсем маленький мальчик. Это после слова такое, да? Да, да, ну в английском boy, мальчик еще. Ага. Еще. Это была практика такая детей давать к нам. So was it kind of practice to give even little children to serve in a temple? No, this is Is it something unique that we see here? this is an unusual situation. Это необычная ситуация, ненормативная. Нужно? Или ладно, я там задам этот вопрос. Запиши. Запишу. Да, мы запишем потом. Okay. У меня уже два. In verse 12, В стихе 12. the sons of Eli were corrupt. Сыновья же Илии были люди негодные, коррумпированные, What do you have here? unworthy. Unworthy. Да. Literally, the text here says they were sons of Belial. Но в современном нечестивце, а буквально в тексте они были сыновья Велиила, ну то есть сыновья дьявола. They were sons of corruption Ну или сыновья растления, or worthless. или бесполезные, негодные. They didn't know the Lord. Не знали Господа. So here you have the high priest in Israel. И вот смотрите, ситуация. Первосвященник израильский. And they didn't know the Lord. Не знает Господа, неверующий. And Eli knew what they were like, but he didn't do anything about it. И Или знал, что они за люди, но он ничего с этим не сделал. And you can see
how they use the priesthood to benefit themselves. И мы видим, как они использовали свой статус священников, чтобы обогащаться и жить в свое удовольствие. In verse 17 it says the sin of the young men was very great before the Lord. Стих 17 говорит, что грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. They hated the offering of the Lord. Они, so people hated. These sons. They hated. Да, то есть эти молодые люди ненавидели жертвоприношения Господа. В нашем тексте. Да, ведь они в современном относились с презрением к приношениям Господу. It says Samuel ministered before the Lord even as a child. Но дальше сказано, что Самуил служил пред Господом, даже будучи отроком, даже будучи ребенком. Now, this is very unusual. Это очень необычно. Usually in Israel, a man could not become a priest until he was 25. Обычно в Израиле человек не мог стать священником до того, как ему исполнилось 25. And he had 5 years of training before he could actually function as a priest. И вообще говоря, даже если он начинал в 25, ему полагалось 5 лет подготовки, испытательного срока, прежде чем он смог стать настоящим священником. But here you have this boy who is getting his training and serving the Lord. Тут мы видим этого мальчишку, который вот уже с самых, буквально с пеленок практически получает свое образование и подготовку священника. In verse 22, Eli was very old, and he heard everything his sons did to all Israel. Стих 22. Или же был весьма старый, слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами. And how they lay with the women who assembled at the door of the tabernacle. И что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Take advantage of their position. Используют свое служебное положение преступным образом. Сандей отдыхает. But he doesn't do anything about his sons. Но Или ничего не сделал со своими сыновьями. Now, of course, every generation makes its own decisions. И, конечно же, каждое поколение принимает собственные решения. Sometimes you may have Christian parents and their children reject the Lord. И, конечно, может быть, что родители хорошие христиане, а их дети отвергают Господа. That is not the fault of the parents. И это не ошибка и не прокол родителей. The parents have a responsibility to evangelize their children. Но у родителей, тем не менее, есть ответственность евангелизировать And to своих teach детей them spiritual values. и учить их духовным ценностям. Now, it may be that the parents will reject, or the children will reject what the parents give them. И может такое случиться, что родители отвергнут то, что дети отвергнут то, что дали им родители. But the parents have a responsibility with regard to the behavior of their children, even if the children reject the gospel. Но даже если дети отвергают Евангелие, родители ответственны за поведение детей. So Eli, as the priest, he certainly should have done something about his sons. Поэтому Или, будучи священником, он однозначно что-то должен был предпринять в отношении своих сыновей. I mean, as high priest, he could have said, "You may not serve as priest; you're not qualified." Будучи первосвященником, он сказал: ребята, вы больше не будете служить священниками, вы не подходите для должности. But they didn't pay attention to their father. Но они плевать хотели на своего отца. It says, because the Lord desired to kill them. Ну и тут сказано, что Господь уже решил предать их смерти. 25 стих. But Samuel, Но Самуил, he grew in stature and in favor both with the Lord and men. он все более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и людей. Ну и в современном он взрослел. Его любили и люди, и Господь.
Sounds like Luke 2:52, doesn't it? Похоже на Луки 2:52, да? Про Иисуса. You know Помните? Luke 2:52? Помните? Луки 2:52. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у человека. Okay. So Samuel is growing in his spiritual life. Итак, Самуил в своей духовной жизни возрастает. All right, because of the sinfulness of Eli's sons, И по причине греховности сыновей Илия God announces that he's going to kill them. Бог решает, провозглашает, что убьет их. He said, "This will be a sign to you. И говорит, что вот будет какое знамение тебе, In one day they shall die, both of them. что в один день, 3-4 стих, оба они умрут в один день. And then I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind." И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. 35 стих. All right, now in chapter 3 we have a fairly well-known story. И в 3 главе мы видим относительно известную историю. The boy Samuel, Мальчик Самуил he ministered to the Lord before Eli. служит Господу под руководством Илия. And the word of the Lord was rare in those days. А слово Господне было редко в те дни. Okay? They don't have a prophet who's receiving information from the Lord. У них не было пророка, который получал бы какую-то информацию от Господа напрямую. So they're not getting revelation from God. То есть у них редкое явление, откровение какое-то от Бога. So now Eli and Samuel are going to go to bed one night. То есть, Илия и Самуил, как однажды вечером, уже ложатся спать. Also, we see that Eli was going blind. И также мы видим, что Илия уже потихоньку теряет зрение. And before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was. И светильник Божий еще не погас, а Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Oh, this is a big problem. Ого, большая проблема. Why? Почему? Because in the law it was commanded that this lamp should never go out. Потому что в законе повелено, что этот светильник вообще никогда не должен гаснуть, как вечный огонь. In Exodus 27:20, В Исходе 27:20 he says at the end of the verse, this lamp should burn continually. сказано, что чтобы этот светильник горел во всякое время. And in verse 21, И в стихе 21 да, то же самое. so it shall burn continually. Сказано, что этот светильник должен гореть постоянно. But Но, Eli lets the lamp go out. или позволяет этому светильнику время от времени гаснуть. So there are some problems. То есть уже какие-то проблемы. Well, Экономия масла, новые тарифы. Тарифы на елей подняли. all right, Samuel is going to bed. Ну, He heard the voice. Самуил уже ложится спать, и вдруг он слышит голос. The voice said, "Here I am." Господь, голос говорит, вот я. But Samuel thought that Eli was calling. А Самуил подумал, это Или меня зовет. And this happened again. Это случилось снова. Now Samuel didn't yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Но Самуил еще не знал тогда Господа, еще не открывалось ему Слово Господне. 7 стих. Well, the Lord calls Samuel a third time. И Господь воззвал к Самуилу в 3-й раз. And so
Eli said, if he calls you again, you should say, speak, Lord, your servant hears. И Или сказал Самуилу: если еще раз к тебе Господь обратится, скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой. The Lord spoke to him again. И Господь проговорил Самуилу снова. Oh, now God is going to reveal things. Вот теперь уже Бог откроет Самуилу многое. God says, I'm going to do something in Israel. И Бог говорит Самуилу: я вот кое-что тут сделаю сейчас в Израиле. When people hear this, they are going to be very upset. И я сделаю такое, что кто об этом услышит, у того зазвенит в обоих ушах. I will perform against Eli all that I have spoken concerning his house. Я в тот день исполню над Илием все, что говорил о доме его, начну и закончу. I'm going to kill both of his sons. Я убью обоих его сыновей. Verse 13, because his sons made themselves vile, and he did not restrain them. Стих 13. Потому что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их. Well, the boy had to go tell Eli Ну вот what the Lord had said. теперь мальчику надо подойти к Илию и все это ему сказать. He said, it's the Lord, let him do what seems good to him. Но Или сказал: ну, он Господь, пускай делает то, что ему угодно. Samuel grew in the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившегося. What does that mean? Что это значит? Что эта фраза значит? То, что он сказал, он сделал. So what he said, he did. Кто Whatever he сказал? said, yeah, it happened. Да, это Что Бог случилось. сказал. So what God said to Samuel happened, actually happened. Yeah. Now, all Israel from Dan to Beersheba. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии. Now we find this expression, Dan to Beersheba, И вот это выражение от Дана до Версавии a number of times. мы встречаем очень часто. And what does it mean? И что это значит? Любители карт. От Дана до Версавии. So, from north to south. Okay, it means the whole country. It's an expression that means the whole country. Значит, вся страна. От Чернигова до Херсона. От Львова до Луганска. So, now notice it says, everybody knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. И обратите внимание, сказано, что весь Израиль узнал, что удостоен Самуил быть пророком Господним. The Lord appeared again in Shiloh. И продолжал Господь являться в Силоме. What is Shiloh? Что такое Силом? City. Okay. Why is it significant? Почему это важно? Почему это Столицу он был, да? No. It was a capital. Нет. No. Tabernacle was there. Tabernacle is there. Скиния там была. А. Духовная столица. So, we have revelation that comes through the priest at this point. И вот мы видим, что в этот момент истории откровение Божие приходило через священника. Lord revealed himself through priests before this time. They had that ephod with the 12 stones on it. They had the 2 stones on their shoulders. То есть на то время Бог открывал свою волю через священников. У них был специальный там ефод, там было 12 камней, и еще по плечам 2. They had the Urim and Tumim. Был ефод, был Урим, Тумим, то есть жеребий. And God had revealed himself through the priests. И Бог являл себя и свою волю через священников. But now he is going to reveal himself through prophets. Но теперь мы видим, Бог уже переходит на новую программу и будет являть себя через пророков, являть свою волю. So the revelation through the priesthood is going to cease. Поэтому откровение через священников, откровение Божие, оно, походу, уже прекращается. Yes, Samuel was a priest. Хотя Самуил
все еще священник. The revelation is going to be through him as a prophet. Но откровение Божие будет передаваться через него, как через пророка, первого пророка. The Philistines start to come against Israel. И филистимляне начали нападать на Израиль. And it says that Israel was defeated by the Philistines. И сказано, что были поражены израильтяне филистимлянами. Now the people come in and they say, why did God let this happen to us? И пришел народ в стан и сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня? How could God do this to us? Как Бог вообще мог такое We're His сделать people. по отношению к нам? Мы его народ вообще-то. And then someone said, I've got a bright idea. И потом один говорит: у меня есть гениальная идея. Let's go get the Ark of the Covenant. А давайте возьмем ковчег завета. Это нам поможет. А? И это нам поможет. And that's gonna help us. When it comes among us, it may save us from the hand of our enemies. И он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Well, there is a metal called Да, palladium, но есть металл, называемый палладий, да. but palladium originally, Но изначально палладий it was an icon это была икона, that was carried on a pole got it, которую несли when you're going into на battle. шесте в сражение. Так она называлась палладий. Oh, that's like a good luck charm, isn't it? Такой, знаете, талисманчик, подкова, да? I know people, they wear things around their neck because they think it's going to protect them from being killed. Я знаю, что люди себе что-то там на шею часто вешают, там, ну, думают, что а вдруг это их защитит там от смерти. Крестик. The cross. Yeah, the cross or an icon around their neck. Да, крестик, иконка на шее, in So they маршрутке. used to have, many years ago, when I was a boy, Много лет назад, когда я был еще мальчиком, there were people that had little plastic statues of Jesus or Mary, были люди, у которых маленькая пластиковая статуя Иисуса или Марии. and they would glue it on their automobile, on the dashboard. Была приклеена к приборной панели автомобиля. And the Catholic Church told them, this will protect you from being killed in an automobile accident И католическая церковь говорила: это вас защитит от смерти в ДТП. if you are driving less than 50 kilometers Но если an только вы hour. ведете со скоростью меньше 50 км в час. На большей скорости ангелы не догоняют. Успевает. We used to see a lot of statues in cars. Поэтому в мое время мы видели много разных статуй. There are a lot of icons in A lot of today's icons in маршрутках. cars today, yes. Да, много икон в маршрутках и машинах и в наши дни тоже. То, щоб не мучитись при ДТП. So that's what they think that now the ark is like a good luck charm. Ну и вот также думали люди в то время, они думали, ковчег это вот такая икона, это наш талисман, наша подкова. But Понесем с собой, it didn't work. но не сработало. The Philistines had a great victory, great slaughter. И филистимляне, они одержали великую победу, и было большое кровопролитие. And 30,000 30 тысяч израильтян погибло на поле битвы. but also, Но также, verse 11, the ark of God was captured, стих 11, ковчег Божий был взят, and the two sons of Eli died. и два сына Илии, Офни и Финьес, умерли. So somebody ran to tell Eli, И вот кто-то побежал сказать Илии. Eli is now 98 years old and he's gone blind. И Илия на тот момент уже 98 лет, он уже ослеп.
Now, when the man told him, your 2 sons are dead and the ark has been captured, И когда этот человек сказал, что 2 твоих сына мертвы и ковчег захвачен, when he made mention of the ark of God, Eli fell off the seat backwards. то когда упомянул он о ковчеге Божьем, или упал с седалища навзничь, то And есть broke his neck. спиной назад упал и сломал себе хребет. Says he judged Israel 40 years. Но сказано, что он был судьёю Израиля 40 лет. Now, the wife of Phinehas is pregnant, И невестка его, жена Финьесова, была беременна уже. and when she heard that the ark had been captured, И когда она услышала известие о взятии ковчега Божия her father-in-law and her husband are both dead, и о смерти свекра своего и мужа своего, she gave birth. то она вот в этом стрессе она родила. But she's going to die. Но она при родах умерла сама также. And she named the child Ichabod. И она назвала сына Ихавод. Terrible name. Жуткое имя. Terrible. Жуткое. Просто It means the glory has departed, or inglorious, not glorious. То есть буквально имя означает отошла слава или бесславие, бесславный. Suppose you had a daughter and you named her Ugly. То есть представьте, у вас дочь, вы назвали ее Уродина Сергеевна, да? Yeah, I just like. What was it? Yeah, Уродина. Сергеевна. Ну, вообще, Well. по-славянскому это было бы красиво. Or if you had a son and you named him No Glory. Или у вас был бы сын, а вы его назвали Неудачник Федорович. Бесславный. But Ну, she called him Ichabod, saying, the glory has departed from Israel. но вот эта женщина назвала младенца Ихавод, сказав, отошла слава от Израиля. What's wrong with her theology? Что не так с ее богословием? It's a pagan concept. Это языческая концепция. Oh, the Philistines have captured the ark, and therefore the glory has departed. Филистимляне забрали ковчег, и значит слава Божия ушла от Израиля. But God is omnipresent. Алло, Бог вездесущий. Does it mean that God is not with them any longer? Значит ли это, что Бог с ними больше не с ними? No, He's Yeah. still there. Бог все еще с ними, Бог все еще здесь. Well, the story of the ark among the Philistines, I think, is one of the funniest parts of the Bible. Ну, история с ковчегом, как ковчег оказался в тылу филистимлян, мне кажется, одна из самых смешных в Библии.